Wona — это фэшн-техкомпания, которая разрабатывает решения, связанные с виртуальной примеркой для различных товаров. Сейчас мы предлагаем на рынке примерку для обуви, примерку для часов, начали разработку примерки одежды и ювелирных украшений. Мы живем в эру интернет-торговли, которая существует последние 25 лет, и она нифига не менялась. У нас есть интернет-магазины, где ты должен определиться, нравится, не нравится товар по 5 картинкам, может быть, модельки 360. Когда у энд-пользователя появляется возможность, направив свой девайс на ноги либо на руку, увидеть реальные часы или кроссовки, это взрывает мозг. Это абсолютно будущее индустрии, как бы если оно сейчас рассматривается как такая классная фича, чтобы дистанцироваться от конкурентов и отличаться, то через 5 лет это будет абсолютный коммодити для рынка. Ну, мы же технологию лицензируем, у нас технологии оплачиваются ежемесячно за лицензию, плюс мы-то получаем там, даже не сколько за лицензию, а сколько за количество примерок сделанных. Любая появившаяся на твоих ногах модель — это файл, загруженный с сервера, плюс там определенные инженеры, человека, часы, которые потрачены на поддержание этого всего. И там модель, загруженная с сервера, стоит 1 цент, грубо. Соответственно, если клиент делает 1 миллион примерок, то вот мы получаем валовую выручку. Клиентский опыт, наверное, в первую очередь понимание, как действительно будет выглядеть вещь, и купленная онлайн, и как она будет сочетаться с теми или иными объектами твоего гардероба. Когда ты сидишь дома и смотришь на 5 картинок на Амазоне, ты не можешь определить, как кроссовки будут сочетаться с твоими джинсами. То есть, когда ты их направил, этих джинсов, на свои ноги, у тебя уже какая-то картинка произошла. Если говорить не про клиентский, а про опыт для компании, то здесь это все влияет, во-первых, на конверсию, потому что, очень просто, увеличивается время взаимодействия клиента с продуктом. Чем больше человек находится в магазине, тем больше вероятность, что он совершит покупку. Вторая важная метрика, на которую влияет подобные технологии, это снижение процента возврата. То есть то, что мы видим по некоторым клиентам, то вплоть до 10% снижения этой метрики. Потому что технология действительно позволяет брендам улучшать свои метрики. У меня есть чудесный пример небольшой компании в Германии, которая тратила на закупку пользователей, на закупку инсталлов, давай грубыми цифрами, 15 рублей. Дальше внедрили нашу технологию, стали платить на 5 рублей больше, но цена на закупку рекламы снизилась в 3 раза, и они платят всего 12. Здесь, наверное, разбег бесконечен. То есть, вот на примере нас, наша технология встраивается и хорошо влияет на маркетинг, хорошо влияет на конверсию при покупке продуктов. Есть технологии, которые позволяют, упростить путь байера. Опять же, прошлый год нам показал, что мы можем в моменте перестать путешествовать, а закупки делать надо. Есть технологии, позволяющие заранее смоделировать те или иные объекты и сократить расходы на создание преколлекций. Есть технологии, которые разрабатывают сайзинг, что тоже важно, чтобы ты четко определял размер своей вещи. Нейросеть определяет очертания человека, дальше под него просто аджастит модель. Вопрос в том, что будет ли модель смотреться на человека, подтянутая на человека модель, будет ли она смотреться так же, как она будет в реальности, это большой вопрос. Это, наверное, тот путь, который технологии нужно пройти. Она его пройдет, просто нужно какое-то время. Нету количества знаний и данных, чтобы определять. Мы работаем с Ламодой уже довольно давно, почти 2 года. К
нам регулярно обращаются клиенты русские либо с постсоветского пространства, но пока там новых контрактов у нас нет. В Ламоде технология примерка обуви с марта месяца они добавляют часы, но пока ищут третьего участника процесса, чьи часы они будут показывать в AR. То есть, Ламода как ритейлер, им очень важно найти бренд, который будет поддерживать их использование технологий виртуальной примерки. Во-первых, в России я, наверное, на пальцах одной руки назову тех, кто может эту технологию к себе внедрить. Я уже не говорю про позволить, потому что она тоже стоит денег. А во-вторых, наверное, рынок еще не осознал значимость этого. То есть, если за рубежом у рынка огромные проблемы, они видят, что сейчас, вот, наверное, когда нужна диджитал-трансформация, особенно у часового рынка, потому что они всю жизнь работали только через физический ритейл, в прошлом году физического ритейла не было. В некоторых странах там, Ближнего Востока до сих пор нельзя ничего примерять в магазин. То они сейчас просто ожесточенно ищут новые решения. То у нас, видимо, все идет по накатанной, пока решений не ищут. У нас большинство дизайнеров не может от коллекции к коллекции повторить один и тот же уровень качества. Потому что все делается вручную, и переменные постоянно меняются. Я имею в виду бюджет, швей и так далее. Мы не говорим об индустрии, мы говорим о хобби. Это должен быть бизнес, а это не должно быть хобби. То есть он должен приносить деньги, он должен быть самоокупаемым, а не где-то кто-то дал денег на коллекцию, а потом не дал. Во-вторых, это должно быть отстроенные процессы, которые потом можно масштабировать, плюс, наверное, конкуренция с качеством, потому что, не знаю, есть небольшие нишевые российские бренды, пройти по торговым центрам их сейчас много, но при этом они уступают по качеству масс-маркет гигантам, типа того же самого Inditex, H&M или Mango. И у финального пользователя возникает вопрос, зачем доплачивать за российский продукт, если можно купить такого или лучше качества, но зарубежного. Соответственно, чтобы это был бизнес, это было интересно, во-первых, должно быть конкурентное ценовое предложение, во-вторых, должно быть выдержано качество, а чтобы прийти ко всему этому, там огромное количество задач. Начиная от производственной части, которой нету, потому что иногда шьется в квартирах на Садовом кольце, заканчивая, не знаю, логистикой материалов и всем остальным. Мы же не производим материалы свои, у нас все закупается. Как решаются подобные проблемы? Во-первых, здорово, если мы говорим про создание индустрии, когда государство как правообладатель всего и вся индустрию поддерживает. Как может выглядеть поддержка со стороны государства? Это какие-то налоговые льготы. Я знаю, что технопаркам в Москве, которые существуют, датируют либо списывают НДС, какие-то подоходные налоги и так далее. То есть это первый плюс. Второй плюс – это создание матчасти и производственной части. То есть, мы все живем, что у нас в Иваново классно ситец вышивают, а де-факто мы все производим в Китае и привозим это сюда. Надо создавать какие-то производственные мощности. Не обязательно в Москве, но их надо создавать. Третье – это создание правильного имиджа и образа российских товаров. В Англии, в Италии, во Франции есть специальные институционные компании, которые представляют продукт на международном рынке. Альта Гамма, какая-нибудь британский Fashion Council.
У нас ничего подобного нет. Соответственно, каждый дизайнер и каждый производитель сам за себя представляет свои интересы. Есть бюджет, интересы, его можно потратить на рекламу, пиар, интересы представить можно. Нет бюджета, ты сталкиваешься с проблемой, которую мы обсудили 2 минуты назад. Крупные бренды выкупают все медиапространство за счет своих нереальных бюджетов, и ты остаешься ни с чем.